Мир, который мы построили своими руками, порой оказывается крайне уязвимым. Ошибки инженеров, аварии на производстве, экологические промахи – все это может обернуться настоящими катастрофами. В истории человечества есть события, последствия которых измеряются не только человеческими жертвами, но и десятками и сотнями миллиардов долларов ущерба. Сегодня я расскажу о 10 самых дорогих катастрофах, вызванных человеком, которые потрясли страны, изменили законы безопасности и навсегда остались в памяти людей. В марте 1999 года в одном из самых длинных тоннелей Европы Монблан произошла трагедия. Внутри загорелся грузовик, перевозящий муку и маргарин. Казалось бы, обычный груз, но пламя разгорелось настолько стремительно, что вскоре тоннель превратился в гигантскую печь. Температура внутри достигала 1500 градусов по Цельсию, а густой дым заполонил пространство. Люди оказались в ловушке. Уехать или выйти наружу не было возможности. Пожар бушевал двое суток. Спасателям удалось пробраться внутрь только после того, как огонь ослаб. Итог оказался ужасным. 39 погибших, десятки машин уничтожены, а сам тоннель пришлось восстанавливать почти 3 года. Ущерб оценили в 330 миллионов долларов. Эта катастрофа стала символом того, как быстро в замкнутом пространстве небольшая авария превращается в катастрофу. После событий в Монблане во многих странах Европы были пересмотрены правила пожарной безопасности в туннелях и усилен контроль за транспортом, перевозящим легковоспламеняющиеся грузы. В декабре 2005 года Великобритания стала свидетелем одного из самых мощных взрывов в мирное время. На нефтехранилище Бансфилд, расположенном неподалеку от Лондона, произошла катастрофа, которая началась с банальной утечки. В одном из резервуаров перелился бензин, пары поднялись в воздух и образовали огромное облако. Малейшая искра стала причиной чудовищного взрыва. Ударная волна ощущалась в радиусе 60 километров, сотрясала дома и выбивала стекла. Люди думали, это теракт. Настолько мощным был взрыв. Начавшийся пожар охватил несколько резервуаров. Столб дыма поднялся на километры и был виден даже со спутников. Жертв удалось избежать, но около сотни человек получили травмы. Огонь уничтожил тысячи тонн топлива, повредил сотни зданий, а ущерб составил более 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Катастрофа стала суровым напоминанием, что системы безопасности на таких объектах должны работать безупречно, ведь цена ошибки слишком высока. Летом 2015 года под Киевом вспыхнула одна из самых масштабных техногенных катастроф в новейшей истории Украины. На нефтебазе компании БРСМ произошел взрыв, за которым последовал огромный пожар. Сначала загорелся один резервуар, но огонь стремительно перекинулся на соседний. В результате десятки цистерн с горючим полыхали, создавая огненный ад. Взрывы гремели один за другим, а черный дым заволок небо над Киевом. Борьба с огнем длилась больше недели. Несмотря на усилия сотен спасателей, погибло несколько человек, десятки пострадали. Огромный ущерб был нанесен не только самой нефтебазе, но и окружающей экологии. Почва и грунтовые воды оказались загрязнены продуктами горения и нефтепродуктами. Экономический урон оценили приблизительно в 1,5 миллиарда долларов. Эта катастрофа показала, насколько уязвимы промышленные объекты даже в мирное время, и как последствия халатности или ошибок в хранении топлива могут обернуться национальной трагедией. Летом 2013 года маленький канадский городок Лак-Мегантик проснулся в кошмаре. Ночью грузовой поезд с 72 цистернами нефти без машиниста сорвался с тормозов и покатился в сторону города. В 1:15 ночи состав сошел с рельсов прямо в центре. Последовала серия мощных взрывов, и город озарило огненное зарево. Пламя уничтожило более 40 зданий, и в атмосферу вылилось огромное количество нефти. Погибло 47 человек, сотни остались без домов. Восстановление длилось годы, а сумма ущерба превысила 2 миллиарда долларов. Для Канады эта трагедия стала шоком и поводом пересмотреть систему безопасности перевозки опасных грузов. Сегодня в Лак-Меганте возвели мемориал в память о жертвах, а сама катастрофа вошла в список самых страшных железнодорожных аварий в истории страны. 28 января 1986 года миллионы людей у экранов телевизоров стали свидетелями трагедии в прямом эфире. Космический шаттл Challenger должен был стать символом прогресса и надежды, ведь на его борту впервые летела гражданская учительница. Но всего через 73 секунды после старта шаттл взорвался на глазах у всего мира. Причиной стал отказ уплотнительного кольца в одном из ускорителей. Взрыв разорвал корабль на части, экипаж из 7 человек погиб. Эта катастрофа потрясла Америку, вызвала кризис в НАСА и заставила кардинально пересмотреть программы космических полетов. Экономический ущерб оценили примерно в 2 миллиарда долларов, но моральная и репутационная цена была неизмеримо выше. Challenger стал символом риска, который всегда сопровождает великие технические достижения. В ноябре 2002 года у берегов Испании потерпел крушение нефтяной танкер «Престиж». Судно перевозило более 77 тысяч тонн мазута, и после повреждения корпуса нефтяное пятно начало растекаться по Атлантическому океану. Власти Испании и соседних стран не смогли быстро среагировать, и в итоге произошло одно из крупнейших экологических бедствий Европы.
Нефть загрязняла сотни километров побережья, пострадали рыбаки, туристическая отрасль и экосистемы океана. На ликвидацию последствий ушли годы, а ущерб превысил 4 миллиарда долларов. Престиж стал примером того, как одна авария может разрушить целые отрасли экономики и оставить глубокий след в природе на десятилетия. 4 августа 2020 года ливанская столица Бейрут пережила один из самых мощных неядерных взрывов в истории. На складе в порту много лет хранилось почти 3000 тонн аммиачной селитры без должного контроля. Когда начался пожар, химикаты детонировали, вызвав колоссальный взрыв. Волна разрушила здания на километры вокруг, порт был уничтожен, сотни тысяч человек остались без жилья, погибли более 200 человек, тысячи получили ранения. Экономический ущерб составил около 15 миллиардов долларов, а страна, уже пережившая кризис, оказалась в еще более тяжелом положении. Этот взрыв стал символом коррупции и халатности, показав, к чему приводит бездействие властей. В апреле 2010 года в Мексиканском заливе произошла катастрофа, которую называют крупнейшей экологической аварией в истории США. На буровой платформе Deepwater Horizon произошел взрыв и пожар, унесший жизни 11 человек. Но это было лишь начало. Из поврежденной скважины в океан хлынула нефть. И остановить утечку удалось только через несколько месяцев. В воду попали миллионы баррелей нефти, что привело к гибели многих морских животных и катастрофическим последствиям для природы. Рыболовство, туризм и прибрежные экономики понесли огромные убытки. Компания British Petroleum заплатила десятки миллиардов долларов штрафов и компенсаций, а общий ущерб превысил 65 миллиардов. Deepwater Horizon стал символом того, как жажда прибыли и недооценка рисков могут обернуться экологической катастрофой планетарного масштаба. 11 марта 2011 года мощнейшие землетрясения и цунами обрушились на Японию. Стихия вызвала серьезные повреждения на атомной электростанции Фукусима-1. В результате из строя вышли системы охлаждения и произошли взрывы водорода, разрушившие здания реакторов. Тысячи людей были эвакуированы, огромные территории признаны негодными для жилья. Радиоактивное загрязнение попало в океан и почву, что нанесло непоправимый урон экологии. Ущерб от аварии оценили в 210 миллиардов долларов. Это одна из самых дорогих катастроф в истории человечества. Фукусима стала уроком о том, что даже развитые страны не застрахованы от трагедий, если природа берет верх над технологиями. 26 апреля 1986 года мир столкнулся с одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества. На Чернобыльской атомной электростанции взорвался 4-й энергоблок. Огромное количество радиоактивных веществ – цезий, стронций, йод – вырвались в атмосферу и разнеслись по всей Восточной Европе. Тысячи людей были эвакуированы, целые города и деревни оказались заброшенными на десятилетия. Более 600 тысяч ликвидаторов участвовали в борьбе с последствиями аварии, рискуя собственными жизнями и здоровьем. Экономический ущерб от Чернобыля оценивается минимум в 235 миллиардов долларов, учитывая затраты на ликвидацию последствий, компенсации и утраченные экономические возможности. А некоторые оценки доходят до 500-700 миллиардов. Катастрофа не только разрушила инфраструктуру и навредила экологии, но и оставила глубокий след в сознании людей, показав, насколько может быть опасна атомная энергия при недостаточном контроле и человеческой ошибке. Чернобыль стал символом трагедии, но также уроком для всего мира о необходимости строгих стандартов безопасности и постоянного мониторинга ядерных объектов. Каждая из этих катастроф – жесткое напоминание о том, насколько важны контроль, ответственность и технологии безопасности. Даже один неправильный шаг или недооцененный риск может привести к последствиям, исчисляемым миллиардами и затрагивающими миллионы жизней. Эти события оставили след в истории, но также стали уроком для будущего. Если вам было интересно узнать о самых дорогих катастрофах, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые подборки самых шокирующих и удивительных событий со всего мира. Самое интересное еще впереди. До встречи в следующем ролике.